Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео мы хотим поделиться очень мощной и очень сильной молитвой. Эту молитву обязательно говорите, когда у вас самый тяжелый, самый трудный период в жизни. Это благодаря этой молитве вы откроете для себя новые дороги. В вашей жизни появятся новые люди, которые помогут вам и, возможно, осуществлят даже ваши мечты. Помните о том, что все зависит только от вас, от вашей веры и от того, что вы делаете. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. На нашем канале выходит постоянно новая, интересная, важная и нужная информация. Эту информацию вы нигде больше не найдете. Также ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что именно эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, это очень мощная молитва. Об этой молитве мы и далее поговорим. И этой молитве научила еще наши предки, которая передавалась на листочке из поколения в поколение. И вы знаете, те люди, которым мы эту молитву давали, и которые читали эту молитву, вы знаете, им действительно эта молитва помогала. И помогал нам Николай Угодник. И вы знаете, были такие ситуации, что люди находились как в безвыходной ситуации, просто не знали, что делать. И прочитав молитву один раз, вы знаете, в течение одних суток у людей менялась жизнь. Кто-то звонил и предлагал хорошую высокооплачиваемую работу. У кого-то были, возможно, проблемы со здоровьем, вы знаете, и решался и этот вопрос. Находились меценаты, которые готовы были оплатить даже хирургическую операцию. Были такие случаи, что люди находили свою вторую половинку. То есть главное, чтобы эта молитва шла от чистого сердца. Если вы находитесь сейчас в недобром расположении духа, вы злы, вы завистливы, такое бывает, мы все с вами люди, и мы все имеем эти качества, только они у кого-то больше проявляются, у кого-то меньше. Постарайтесь расслабиться, постарайтесь привести свои энергии в баланс, это очень важно. И после этого займитесь и прочитайте эту сильную молитву. Конечно же, не все верят в силу молитвы, однако, когда у человека возникают какие-то серьезные жизненные трудности, мы обращаемся к помощи высших сил. И, наверное, это наша, чуть ли не одна из последних надежд, потому что величайшие святые, которые доказали при жизни свою праведность и непорочность души, многие века доносят мольбы о помощи Отцу Небесному. И именно таким человеком был святой Николай, которому молятся миллионы верующих. И вы знаете, по свидетельству множества людей, молитва Николая Чудотворцу, которая изменяет судьбу, она действительно помогает. И она действительно работает, она действительно избавляет от всяческих бед, от проблем и болезней. И вы знаете, эта молитва Николаю Чудотворцу изменяет судьбу, потому что святой Николай, он слышит всех и помогает всем, кому нужна поддержка в тяжелой ситуации. Также к святому Николаю всегда обращаются с просьбами, когда нужно о заступничестве, о здравии, о замужестве, о умиротворении души и другой помощи. Также напоминаем всем, что святитель Николай считается и покровителем моряков, путешественников, так как при жизни он смог усмирить бурю в море. Обращаем ваше внимание, что православная молитва Николая Чудотворца, о которой мы с вами далее поговорим, это одна из самых сильных молитв. Если ваша молитва будет действительно искренняя, будет идти из самого сердца, она сможет изменить жизнь человека к лучшему, исцелить и совершить чудо. И благоприятные изменения происходят не только в жизни тех людей, которые молятся, но и тех, о ком они молятся.
Потому что Николай Чудотворец, он помогает даже в самых трудных и, казалось бы, безысходных ситуациях. И действенность этой молитвы уже подтверждена многими чудесами, которые произошли с теми, кто при помощи искреннего молитвенного обращения смог изменить свою жизнь в лучшую сторону. Также у нас к вам большая просьба. Вы ее сейчас можете прочитать, ваши вопросы решатся, но большая просьба, возьмите ее, перепишите на листок бумаги и носите всегда с собой. И в той ситуации, когда вам тяжело, когда вы думаете, что ситуация безвыходная, вы не знаете, что делать, возьмите этот листочек и прочитайте эту молитву. Также обязательно распространите это видео среди своих друзей, самых близких родственников, чтобы они знали также об этой молитве, потому что эта молитва уже проверенная, и она действительно помогает и дает надежду на изменение не только судьбы, но и всего того, что с ней соприкасается. Итак, друзья, слова молитвы. Ангела образом земного суще естеством яви всея твари Создателя. Благоплодную бодоброту дыши твоя, провидев приблаженно Николая. Научи всех вопить и тебе сице, радуйся в одеяниях ангельских рожденный, яко же во плоти чист, радуйся и водою, и огнем крещеный, яко же во плоти свят. Радуйся рождением своим родителей удививый, радуйся силу душевную обия по Рождестве явивый, радуйся саде земли обетования, радуйся цвете божественного сождения, радуйся лоза добродетельная винограда Христова, радуйся древо чудоточное рая Иисусова, радуйся крине райского прозабения, радуйся мира Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание, радуйся, яко тобою приносится радование. Радуйся, Николая, великий чудотворче, радуйся, Николая, великий чудотворче, радуйся, Николая, великий чудотворче. Радуйся образе янцев и пастырей, радуйся, святое очистилище нравов. Радуйся, добродетелей великих вместилище, радуйся, святыне чистое и честное жилище, радуйся, святительнице светлый и вселюбимый, радуйся, свете златозарный и непорочный, радуйся, достойный ангелов собеседниче, радуйся, добрый человеков наставниче, радуйся, правила веры благочестивая, радуйся образа кротости духовные, радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся, радуйся, яко тобою сладостей духовных исполняемся. Радуйся, Николая, великий чудотворце, радуйся, Николая, великий чудотворце, радуйся, Николая, великий чудотворче. Друзья, слова этой молитвы будут в описании к этому видео, а также в комментариях. Поэтому обязательно перепишите эту сильную молитву и используйте в своей жизни. Но есть один момент, который мы неоднократно говорили, но многие люди почему-то это игнорируют. Вы должны понимать, что перед тем, как обращаться к святым, к Богу, к высшим силам, всегда нужно находиться в хорошем расположении духа, убрать вот этот эгоизм, вот эту злость, возможно, ненависть по отношению к себе, к другим людям. Возможно, что-то вам не нравится в своей жизни, и вы считаете, что с вами поступили несправедливо. Но пока у вас присутствует негатив, вы, к сожалению, сколько бы молитв не произносили, какие бы слова вы ни говорили, пока вы не придете в спокойствие, пока вы не придете с радостью в сердце, у вас, к сожалению, ничего не будет получаться. Поэтому, друзья, очень сильная молитва, и мы рекомендуем вам ее произносить всегда, когда вы считаете нужным. Также, если вы идете, например, на собеседование, прочитайте эту молитву. Если вы идете на какое-либо мероприятие, где вы знаете, что вас не сильно ждут, также прочитайте эту молитву, и вам обязательно высшие силы помогут и вас оградят.
Вот, друзья, с такой молитвой сильно мы хотели вас сегодня познакомить. Обязательно перепишите и используйте в своей жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите другие видео на нашем канале. А мы с вами прощаемся, друзья, и услышимся уже в следующем видео.